меня там вот ногти облупились, зарплаты задержали. Мне кажется, что процесс над Ходорковским в его, так сказать, двух частях является очень важным эпизодом современной истории, и прежде всего он является важным эпизодом, потому что на его примере можно видеть, как затихает интерес к этой истории. Дело в том, что за время, пока длится эта история, все, кому это было минимально интересно, посчитали, что они все понимают. Одни посчитали, что они понимают, что Ходорковский страдалец за свободу, который хотел привести России лучшую жизнь, и за это его посадили. Другие считают, что они все понимают, что это сложная финансовая схема, и это вообще про деньги, а люди здесь не важны. Третьи считают, что вор должен сидеть в тюрьме и правильно его посадить. Короче говоря, вот есть еще 5 точек зрения, но по большому счету понятно, что каждая из них очень бедна и сильно проигрывает реальность. И в результате никому не интересно про реальность. Всем интересно про свои концепции, которые у всех есть заранее. И я долго думал, почему так происходит, и я подумал, что, наверное, дело как раз ровно в том, что нет никакого языка, чтобы описывать опыт 90-х и историю Ходорковского как квинтэссенцию опыта 90-х. И нет никакого дискурса, нет никакого языка, который позволил бы об этом адекватно говорить. Поэтому люди думают, ну об этом говорить не будем. Ну что там об этом говорить, и так все ясно. И поэтому мне показалось любопытно сказать, отлично, языка нет, тогда давайте не будем говорить, давайте нарисуем. И я подумал, что если позвать людей, прежде всего молодых художников, не профессионалов, которые поднаторели в понимании того, что надо нарисовать на выставку, чтобы это хорошо продавалось, то позвав их, можно попытаться получить некоторую картину, которая была бы очень многомерной, фасеточной, голографической, потому что тогда они рисуют жизнь, а не свои фантазии. Мне кажется, это свои концепции. Мне кажется, это важно. У нас было много номинаций, и по части из них решала жюри, а по одной, которая называется «Выбор народа», решали зрители, которые голосовали на сайте. И, в общем, всем, кто заходил на сайт, уже известно, кто победитель. А те, кто не знает, что делятся, это опять Катя Белявская. Вот. На этот раз победила ее работа, висящая вот там. Катя, простите, ради бога, я не помню, как называется. Можно работа называется «В суде». Да, и это просто... Идите сюда, Катя. Я просто... Катя, идите за диплом. Ой, спасибо, я так... Вау! Как много меня, как я люблю. Это работа в суде, и это первая работа, которую я сделала для этого конкурса. В общем, действительно, это вот то ощущение, которое первое у меня было от этого суда, и я очень рада, что она тоже выиграла. Спасибо всем, кто за меня голосовал. Для нас это возможность расширить аудиторию, с которой можно разговаривать о ситуации, общественно-политической ситуации в стране и в конечном итоге о правах человека. Мы очень много говорим правильных вещей друг другу. И очень важно, чтобы аудитория людей, которых мы вовлекаем в свои проблемы, в проблемы, которые мы видим стоят перед нашей страной, была бы шире. Значит, со словом «политика» интересная история, потому что есть русский термин «политика». Это означает то, о чем пишут в газете на полосе «политика». И в этом смысле политики – это люди, которые занимаются политикой, это люди, которые получают финансирование либо от Кремля, либо из Лондона, либо из не знаю, из Израиля. Ну, в общем, из разных таких стрёмных, по большому счету, равно неприятных мне мест. То есть места прекрасные, но как источники финансирования всегда мне нравятся. Между тем, в Америке и, в общем, в Европе существует другое представление о слове «политика». Да? За ним стоит старая фраза Рауля Венежана, которая по-английски называется
think global, act local, то есть думай глобально, действуй локально. И вот эта политика, которая в России, наверное, скорее называется словами гражданские инициативы, гражданское общество, вот где-то попадает вот в этот кусок, вот эта политика мне интересна. Политика про людей, которые выступают в газетах на полосе политики, мне категорически неинтересно. Мне кажется, что они говорят неинтересные вещи, и даже если оставить в стороне вопрос о их искренности, они мне неинтересны, в том числе люди, которые называются политтехнологами, в том числе те, которые сотрудничали с теми или иными сторонами в этой неприятной, скажем, честной истории. Но если под политикой иметь в виду то, чем должен заниматься интеллектуал, то есть попытка осмысления происходящего и выработки языка для разговора о происходящем, то да, это политика. Уже видно, что она видно, занимается иллюстрацией для как инициатор, потому что не очень декоративно.